Добрый день, добрый вечер, доброе утро, друзья. Сегодня суббота, сегодня мы в эфире с Константином Боровым. Константин, добрый вечер. Добрый вечер, Юра. Мы всегда с ним в И уикенды всем пересекаемся. нашим друзьям добрый вечер. Они Марго Го, Рина, Таня. Мгм. Всем Ну им вот, добрый да, вечер. конечно. И я присоединяюсь. Константин, сегодня у нас интересный диапазон тем и интересные наблюдения, которыми мы, почти не сговариваясь, решили поделиться. Я тоже об этом говорил. Это ход наших любимых объектов наблюдения, так называемых ЦИПСО и ПСО, по-английски называется PSYOPs, психологические операции в прямом переводе, а в переводе Арестовича это информационно-психологические специальные операции. И последний хит в этом сезоне, пока самый большой, это побег Тары Рид в Россию. Тара Рид, женщина, обвинившая Джо Байдена в 2019 году в том, что он домогался ее и атаковал ее, и совершил некие действия, которые практически квалифицируются как изнасилование. В Американским законом. 90-м году. В 93-м. Ну да. Хорошо, не будем говорить о деталях, это было начало 90-х годов, 93-й год, по моей информации. Вот как они выглядели оба в 90-х годах, да, скажем так, в 93-м году. Сенатор Джо Байден слева, справа Тара Рид, женщина, привлеченная позицией, заступничеством Джо Байдена в отношении насилия в отношении женщин, и пришла, и ее взяли на работу. Байден сказал: наймите ее. Потом также из нескольких источников было известно, что он говорил, что у нее красивые ноги. А потом произошло то, что произошло. Ее послали отнести ему спортивную сумку, и он домогался ее прямо в коридоре недалеко от своего офиса сенатского. А потом сказал, когда она не согласилась уступить его домогательствам, сказал ей, что она ничто, что она никто, но все равно он ей ничего плохого не сделает. Как мы видим, Байдену до сих пор у него сохранилась эта черта. Она также подчеркивала его способность угрожать и злиться, при этом улыбаясь. Видимо, какая-то в этом есть такая делаверская ухватка, и он это делает до сих пор, то есть это не исчезло из его привычек. Это мы все видим часто. А сейчас они выглядят вот так. Вот Тара Рид на фоне того баннера, который был для нее повешен в Москве. Она дала чуть ли не 4-часовой разговор там. Был он на «Спутник», агентство «Спутник», такое кремлевское есть у нас, пишется английскими буквами. И Джо Байден. Сегодня они выглядят вот так. И что говорить? Время берет свое, но речь не об этом сейчас. Как вы видите вообще весь этот путь, Константин, от ее сенсационного, скажем так, взлета в американских медиа, она была на довольно больших программах, Байден даже отозвался, не отмахнулся от этого, а сказал, что если бы такое про меня кто-то услышал и поверил, конечно, не надо за меня голосовать, но это все неправда, сказал Байден. А что вы знаете об этом, Константин Натанович? Понимаете, тут можно было бы начать и закончить одной фразой. Нет никаких сомнений во взаимодействии нынешней администрации и ФСБ, и Кремля. Нет никаких сомнений, но для чистоты эксперимента можно отказаться от этого утверждения и проанализировать эту ситуацию с помощью других инструментов. Значит, в тот момент, когда она с этим вышла, с этой информацией, никто не прореагировал. Она я думаю, что демократы рассчитывали на то, что республиканцы подхватят это, начнут тыкать пальцем бедного Байдена и говорить, что он сексуальный маньяк. Эта тема была уже тогда актуальна. Да. Но никто не реагировал. Я следил за средствами массовой информации демократов, за пропагандистскими. И
Вы знаете, расстроенные, видимо, очень сильно расстроенные тем, что республиканцы не реагируют, они начали продвигать ее через свои инструменты. Вот представьте себе, самая верная и моя самая любимая радиостанция KPCC, самая верная демократам, вдруг она начала поддерживать эту версию пропагандистская, демократическая, поддерживать версию, что Байден сексуальный маньяк, пристает к бедной женщине, и все равно не помогло. И она выступила на нескольких каналах, и она там рассказывала подробности, которые хотели зрители услышать, но это не вызвало никакого интереса. У меня есть несколько объяснений, почему это не вызвало, даже тогда, когда сами демократы начали распространять, и Байден, как вы понимаете, мог бы не заметить просто эту глупость. Но он реагировал, оправдывался, говорил, что это неправда, что тоже является косвенным подтверждением того, что они были заинтересованы в этой штуке, распространении. И все равно ничего, ну просто ничего. И, наконец, событие супер. Значит, девушка переходит проползает по границе, переходит на сторону врага и начинает от имени врага, значит, от имени на его радиостанции. Чувствует себя там как дома, говорит, я никогда не чувствовал себя в такой безопасности. Да, да, и она начинает вещать, распространять эту информацию, но и возник небольшой интерес к этому возник, понимаете, все-таки это так похоже на бред, понимаете, скрываться от демократической партии с помощью демократической партии на территории Кремля. Это как Сноуден, понимаете, ну вот та же самая ситуация. И они вот закончили в одной лузе, да, оказались, в общем. Если под словом луза понимать английский термин lose, ну, бильярдная, нет, я имел в виду. Да. Вот. Это пропагандистская акция очень неуклюжая, легко разоблачаемая. Это акция демократов. Им хочется, чтобы косвенно они таким образом привлекают внимание, как им кажется, к сексуальным преступлениям Дональда Трампа. То есть возникает некая симметрия, что ли. То есть прокурор обвиняет Трампа, непонятно кто обвиняет, она обвиняет, значит, Байдена, вот, без всяких судебных исков, конечно, пока. Вот, ну, такая, примитивная операция, дешевая. У них, видимо, сейчас, понимаете, в начале, вот в 2016 году, когда пропаганда была мощная, там были разработки, я в книге это там описал, разработки сложные. Демократы делали по поводу Трампа. Помните, quid pro quo, там названия просто хорошие придумывали. А сейчас, знающие люди знают латынь. Да, а сейчас это как-то лениво у них, как-то неактивно. Ну, как лениво? Это же Бутина, рукава. это сама Бутина ее интервьюировала, сама Мария Бутина, которая интервьюировала до нее Бута Виктора. Вы же понимаете, да? Это серьезно. Там сидел целый ряд. Я смотрел эту передачу, вот несколько минут тому назад закончил. На Первом канале была эта передача. «Гостеприимный прием», Тары Рид. Сидели люди серьезные, лысые, бородатые, обсуждали, так сказать, замашки Байдена. Были люди, как обычно, те, кто читает по губам, те, кто читает по мыслям, по глазам, по движениям тела. И это все было хорошо загримировано, то есть косметика наложена, соответственно, уже макияж. Там, в России же там патронов не жалеют в этом плане на макияж и обстановку студии. И они все анализируют, и старый вид делают жертву, но она действительно, то есть она была в тесном сотрудничестве, она, в общем-то, вылупилась, когда МИЦУ набрала уже такой хорошие обороты. И она надеялась, видимо, что это поможет ей уцелеть, это поможет ей донести вот ее небольшую правду до кого? Она никогда не отказалась, ни разу не отказалась от того, что она придерживается прогрессивных взглядов.
Она сказала, что я Но это больше, чем демократка. Она живет под Сиэтлом. да. История, которая уже повторяется с этой организацией, подавляющее большинство женской организации, самой крупной, феминистской, которая поддерживала Клинтон и которая отказалась поддерживать Клинтон, потому что демократы сделали ставку не на права женщин, как всем казалось правильным и справедливым, а делали ставку, вот последняя ставка – это на трансгендеров. Женщин – это вот это и подавляющее большинство этой организации, это немного расстраивает. Как же так? Мы лучше, чем трансгендер, и нас больше. Понимаете, организация подавляющее большинство претендует на то, что она представляет всех женщин, то есть 51% американцев. А трансгендеры – это какие-то десятые или сотые части процента, при том, что делается же ведь колоссальное усилие. Вот сейчас этот судебный иск был к школе. Знаете, родители вдруг обнаружили, что их девочку 9-летнюю пригласили в девичий клуб, и там начали уговаривать определиться ее с полом, при том, что ей казалось, ребенку казалось, что все в порядке, она знает, что она девочка. Вот. А потом, после настойчивых разговоров, ее попросили родителям не сообщать о том, что с ней вели вот эти разговоры. Родители узнали, естественно, и тут же подали в суд на нее, на школу. Yeah. Потому что это за пределами, так сказать, добра и зла, за границей. Начать разговаривать с ребенком втайне от родителей. В девчачьем клубе. В девчачьем спортивном клубе о трансгендеризме. То есть я все-таки... Все это, чтобы выиграл пацан, ты понимаете? Да. Я согласен с Такером Карлсоном. Это борьба добра со злом. Без всякого преувеличения. Это просто то, что происходит сегодня в Соединенных Штатах, это катастрофа, и это необходимо как-то останавливать. При том, что мне знающие люди, сторонники наши с вами, пишут о том, что демократы не отказались от идей фальсификации. И многие инструменты фальсификации, они не пресечены, они не перекрыты. И что на следующих выборах с большой вероятностью опять будут фальсификации. Опять будет почтовое голосование, опять будут эти карусели, автобусы из Калифорнии там, в ближайшие штаты для голосования за демократическую партию. Ну, вы понимаете, в чем дело, да? Я согласен с тем, что они будут это все пытаться делать, но я думаю, что в этом году нет такого единства, какое было в 2020 году. Потому что Байдена все-таки тогда воспринимали как спасителя и продолжателя дела святого Обамы. Сейчас очень много людей недовольных тем, что он делает. Очень много людей такого размаха этого трансгендерного бизнеса еще и Уолл-стрит не видел. Какой за это время происходит буквально каждый день. И, кстати, я рекомендовал уже, вот я вчера посмотрел, сегодня утром я успел сказать об этом, в этот уикенд можно бесплатно посмотреть, у кого есть принципы не платить ни за что на интернете, можно это сделать в этот уикенд, посмотреть документальный фильм Мэтта Уолша, который называется «What is a woman?», «Что такое женщина?». Я не знаю, сколько он стоил, я его смотрел по кускам в разных программах. В общем, интересные куски были надерганы. Фильм я посмотрел целиком вчера. Фильм очень депрессивный, предупреждаю. Хотя некоторые моменты, конечно, хочется смеяться, особенно когда Мэтт Уолш... Он не депрессивный, он не оптимистичный. Он, на меня, как он на меня подействовал, знаете, это как куча кирпичей, да, ты на что ты смотришь, да, о чем ты думаешь, та же самая куча кирпичей, старый анекдот. Вот. Я честно вам скажу, что как бы они пытаются, конечно, шутить, но вся эта профессура, которая там сидит, все эти врачи, за исключением одной женщины, пожилой женщины, которая просто вот бьет в лоб, но все остальные, это то, что называется циркулярная аргументация, когда Мэтт Уолш спрашивает, а что такое женщина? Профессор, и не один отвечает, об этом надо спросить у женщины. Он говорит, а как же мы узнаем, что она женщина,
Если вопрос, что такое женщина, на это может ответить только женщина. То есть профессор американского университета, учиться в котором стоит больше 60 тысяч долларов в год, он себе позволяет вот такой ответ, имея там, допустим, свой пожизненный tenure, имея свое пожизненное, так сказать, обеспечение всем, он себе позволяет вот эту ахинею. Только ради этого стоит посмотреть, просто чтобы понять всю глубину падения интеллектуального. Но Я не эта могу... ситуация неисправима, Юр. Вы сейчас неисправима. сказали, что есть оптимизм какой-то, значит, разочарование в Байдене. Ну, я не сказал слово оптимизм. Я сказал, что они раздроблены, во-первых. Очень прогрессивисты недовольны президентством Байдена, республиканцы традиционно недовольны. Трамп просто идет как бульдозер, честно говоря. Когда демократы говорят о том, что за Трампа не будут голосовать, потому что он Трамп, это, естественно, как бы надо воспринимать со знаком наоборот. То, что они выдают за правду, как правило, является ложью с просто прямо противоположным смыслом. Вы Но, знаете, у меня много источников да, информации, Юр, здесь. И многие из них подтверждают, что мало что изменилось. Фальсификация, готовность выполнять фальсификацию, готовность бороться за победу. А номенклатура, это же ведь просто как вот при коммунизме была коммунистическая номенклатура, это была борьба за интересы номенклатуры, борьба за интересы демократической номенклатуры продолжается и с той же силой. Ничего, вы говорите о том, что есть разочарование. Разочарование – это 1,5%, 3%. Но это недостаточно для того, чтобы остановить фальсификации. Да, конечно, активисты приходят и берут за горло тех, кто живет в проектах, тех, кто живет в домах для бедных, тех, кто живет, получая пособия, фудстемпы. Все эти вещи, конечно, людям как бы втирают, и у нас это в Бруклине, в Нью-Йорке происходит, конечно, со страшной силой. Это известная методика устрашения. Люди боятся даже дать $10, чтобы помочь своему любимому кандидату. Мне пишут, говорят, а можно я дам деньги? А что мне за это будет? У меня отнимут фудстемпы, мне сказали. Мне отнимут медицину. Все вранье. Все вранье, дорогие Но друзья. это же не важно, вранье это или не вранье. На всякий Это случай. инструмент воздействия и Конечно, очень конечно. эффективный. Но вот говоря об инструментах воздействия, очень интересно оценить, если вы слышали об этой истории, которой, наверное, примерно 3 дня, мои, как бы в орбиту внимания она попала 3 дня тому назад, был опубликован веб-сайт. И я, по-моему, вчера направил людей на этот веб-сайт. Он называется bidenlaptopmedia.com. Да. И сегодня я могу немного больше рассказать об этом веб-сайте. Там порядка 10 тысяч фотографий, по-моему, с лэптопа Хантера Байдена. Это те фотографии, которые получил основатель этого веб-сайта. Его зовут Гаррет Зиглер. Молодой человек христианской веры, работал какое-то время, он одним из помощников администрации Дональда Трампа в Белом доме. Но сейчас он говорит, что он человек беспартийный, и он политически не ангажированный, он просто как бы взял эти фотографии, которые ему передал Джон Пол Макайзек, человек, которому Хантер Байден принес свои лэптопы для ремонта. И, в общем, короче говоря, имейлы, фотографии, все это абсолютно выложено на интернете. Попасть на этот веб-сайт попадать туда надо очень настойчиво, потому что он работает с большими перебоями. Я менял VPN. Мне было интересно просто, что там происходит. Использовал VPN из одной страны, из другой страны. Как-то он выскакивает в конце концов. Кому интересно, посмотрите. Я обещаю вам, что это будет оскорбительно, что это будет мало художественно, но это то, что Хантер Байден хотел оставить, так сказать, для истории с помощью своего лэптопа и с помощью своего телефона. Они до этого сделали его имейл, и также для всеобщего обозрения выставили это все на интернет. Стратегические места заштрихованы, предупреждаю. Но что интересно и что надо сказать, что совершенно немыслимые деньги были потрачены Хантером Байденом с помощью дамы по имени Екатерина Морева. Екатерина Морева устроила веб-сайт, который называется Uber GFE, то есть Uber GFE – это Girlfriend Experience. То есть как будто у вас есть girlfriend, там можно взять girlfriend на прокат. И он через этот веб-сайт тратил до $30 тысяч за 5 месяцев. Только на девушек.
филиал, Морева живет в Нью-Йорке и в Майами, офисы не офисы, но, в общем, какие-то есть диспетчерские в других городах, в Лос-Анджелесе, в частности, в Сан-Франциско, в частности, по-моему. Вот. Сама она начинала тоже на этой стезе, но как-то вот выбилась в люди и разруливает этот бизнес. То есть те деньги, которые Хантер Байден тратил на это дело, они... Некая дама в Лос-Анджелесе, в Майами, во Флориде, тоже российское имя, фамилия русская, она получила от него $240 тысяч. И это то, что попало через Chase Manhattan Bank это было, и это было замечено как STA называется, Special Transaction, в общем, короче говоря, это подозрительный перевод денег. Да, подозрительный перевод денег было помечено. И вот те деньги, которые сейчас говорят, вот, что разбираются с Хантером Байденом, это вот как раз по этой линии бизнеса. Мы с вами в прошлый раз разбирали журналиста, который якобы расследовал семью Байдена. Но, правда, он так часто цитировал адвокатов Байдена и семьи Байдена, что понятно было, что он не расследовал, а наоборот аргументировал в пользу. Так там был один момент, с информацией, с этим лэптопом, с деньгами, которые Хантер Байден заработал, что это необходимые деньги были для помощи семье его погибшего брата, там сиротке. И там было несколько совершенно неотбиваемых случаев, которые они хотели выкрутиться, хотели выкрутить самого Хантера. И мне очень понравилось, что он придумал. Когда его спросил журналист, ведущий об этом, как он это объяснит, он сказал: понимаете, Хантер в этот момент опять стал зависим от наркотиков. Он за себя не отвечал. Давайте не будем его обвинять в этом, потому что он в конце концов начал бороться с addiction, с зависимостью. С наркотической зависимостью. То есть он, с наркоманией, да. То есть он, вообще говоря, с точки зрения многих американцев, человек, совершающий подвиг. Да, он также вот в этом состоянии и лжесвидетельствовал по поводу того, что он не наркоман, когда он подавал на заявление для оружия, на ношение оружия. Но я должен сказать, что эта информация, которую я сейчас рассказал, так очень неподробно, на самом деле это получасовая, почти 20 с лишним минут на Sky News Австралия, которая, в отличие от американских средств массовой информации, нашла Гаррета Зиглера, вызвала его на разговор. Он все подробно рассказал, очень убедительно. И всем рекомендую это дело также посмотреть на английском языке. Может быть, наверное, русские субтитры помогут там, если включить это на Ютубе. Sky News. Но что еще интересно, да, что он проституток себе вызывал самолетом, покупал им билеты за счет компании. Тут целый букет, конечно, вопросов, но один из самых больших этих самых гиацинтов в этом букете – это то, что транспортировка проституток через, то есть фактически транспортировка через границы штата, то есть если ты купил человека, проституция запрещена в Америке, бордели не запрещены, но проституция не запрещены в Неваде. Но если ты везешь вот так вот себе проститутку, вызываешь в Лос-Анджелес из Нью-Йорка, например, или из Майами, или наоборот, то тебе моментально влетает статья, и она может точно, так сказать, быть умножена еще на количество границ, которые твой самолет пересек между штатами. Вот такая подлая американская фемида иногда может быть, но, конечно, не в отношении Хантера Байдена. Я сомневаюсь, что у него будут какие-то там коэффициенты, кроме меньшей единицы, на что его будут там умножать, его нарушения. Я все-таки проявляю определенный оптимизм, Юр. Вы знаете, за последнее время усилиями Маска, усилиями каких-то журналистов начали открываться эти события. То есть совершенно неотбиваемая, как казалось тогда, ситуация с Фаучи, понимаете, борец за здоровье американцев, борец с эпидемией. За науку.
за науку, да. И вдруг все-таки обнаруживаются вот эти там несколько миллиардов украденные закрытые программы конкурентного лекарства. Вот. И совершенно пропагандистское, отвратительное вранье по поводу эпидемии. Вот. И с Байденом тоже вдруг, понимаете, вдруг обнаруживаются эти. Я очень надеюсь, что с самим Байденом будет открыто не только то, что произошло с Хантером, уже начались разговоры о многих событиях, которые требуют расследования. Вот. Ну, вы знаете, Может быть, что... мы будем присутствовать при ситуации, когда демократов просто припрут к стенке и заставят отвечать за преступления, которые они совершали. Угу. Сейчас мы тут зачистим просто территорию, быстро сделаем специальную антивоенную операцию, проведем здесь. Антитроллисты. Тролли убиваете? Тролли, да, но какие-то неудачные пока. Может быть, придут более талантливые, не знаю. Да. Ну, смотрите, то есть мы видим, что и здесь, мне кажется, что в поведении Хантера Байдена есть какая-то аномалия, кроме обычной психотической вот этой вот линии, которая свойственна наркоманам. Она в некотором смысле, его поведение, вот такое экзальтированное, назовем его мягко, оно продолжает бесконтрольное вынюхивание его папы. Вот Вы видели Джо его Байден. выступление, Юр, Хантера Какое? Байдена? Ну вот когда его только побрили и выпустили? Да. Ну, я видел Он его, да. не очень здоровый человек. То есть там следы зависимости, очевидны совершенно. Так что я не очень понимаю, почему вас это удивляет. Нет, то, что как бы его Джо Байден в некотором смысле предсказывает его поведение его сына, то есть он тоже человек, который не контролирует вот это трогание женщин, вот эти вот шутки, которые не смешные, но он упорно их говорит, его неконтролируемая ложь, которая была, он уже извинялся, он же неоднократно извинялся за то, что он лгал и занимался плагиатом. Но не то, чтобы он с него это все слетает, как роса божья, но он действительно был, так сказать, пристыжен, пойман на месте и вынужден был извиняться. И он все равно именно это делает. Поэтому им приходится придумывать вот эти фейки, якобы основания для обвинения с этой, насколько я понимаю, уже почти 70-летней дамой, которую он якобы соблазнял. И это такой бюрократ, такой сухарь. Я не думаю, что он кого-то пытался соблазнить, кстати говоря. Мне кажется, Джо Байден? Да. Мне кажется, тогда ему было меньше лет, чем сейчас. Это все было что мы говорим, 93-й год, да? Да. Это значительно меньше лет, чем сейчас. 30 лет назад. И 30 лет назад это было, да? Ну, так он тогда был, в общем, тем же лгуном, и он в этом смысле вполне мог себе такую вещь позволить. Тара Рид, если хотя бы чуть-чуть ей доверять, и мы еще не говорили о ее как бы степени того, насколько ей самой можно доверять, но он вполне мог как бы так сорваться, потому что атмосфера в то время, это Белый дом еще Билла Клинтона, и там, в общем, атмосфера была... И мы знаем, что там происходило. Да, и при Джонни Фиджеральде Кеннеди происходили вещи тоже. Так что мы как бы должны быть... понимать, что как раз в том, что она говорит по поводу атмосферы в Белом доме, где как бы работа не волк, и она, так сказать, постоянно идут всякие акции, постоянно идут какие-то празднования, какие-то мелкие победы, дни рождения отмечаются, работа государственная, хорошая, почетная, где работала в Белом доме, в Белом доме работал. То есть это все существует. Но сама она как бы фигура тоже, не сравню с Хантером Байденом, неизвестно ничего про какие-то вредные привычки, но она человек неуравновешенный. Это по ней видно, я не физиогномист. Что такое женщина, могу сказать. Когда я вижу женщину, которая неуравновешена, я скажу, что это неуравновешенная женщина, которая очень легко говорит такие вещи, при произнесении которых люди волнуются обычно. Ей очень легко все это дается, все эти рассказы. Нельзя сказать, что она очень как бы отшлифована,
но достаточно отшлифованы для того, чтобы, ну, удерживать внимание, скажем так. Вот Меган Келли ее приглашала, и долго, 4 часа у нее был этот разговор в Москве. Удивительно. Удивительно, как всё. Она написала книгу, она Юр, туда ездила вроде как в прошлом году даже. это фейк, понимаете? Это фейк, который создан для решения вот, ну, определенных задач. Байдену тоже нужно, чтобы у него были как бы, как и у Трампа. Он же обезьянку, он пытается пародировать, ну, не он, а пиар-менеджеры. Вот. Это при полном отсутствии каких-то признаков здравомыслия, жизни вообще, создаются, ну, такие искусственные способы, реализуются, ну вот, признаков жизни Байдена. Ну вот один из признаков популярный, и на который они ставили, хотели раскрутить, это сексуальные домогательства. Но что-то у них слабо это получается. Я думаю, она вернется скоро, эта дама, из командировки в Кремль, потому что, ну, ее никто не преследует здесь. При том, что мы прекрасно знаем, что Как умеют преследовать? ФБР участвует в этих играх, и ЦРУ участвует в этих играх, вообще Deep State. Вот, так что я думаю, что она скоро вернется. Усилия, которые они тратят на продвижение этого проекта, колоссальные. Понимаете, никому неизвестную даму поместить в прайм-тайм на интервью, это очень дорого. И то, что республиканцы не интересуются этим, не заинтересованы, или консервативные СМИ не считают своим долгом раскручивать эту ситуацию, а она раскручивается левыми СМИ, но это очевидный признак того, что это искусственное явление, придуманное. Но Вот, так что американские СМИ носятся с этой идеей своей об окне Авертона, что публика просто не способна воспринять. Это публика, которая играет в покер, в массовый вид спорта, покер в Америке. Эти люди не могут понять всей многослойности и путинской комбинации, и ответа якобы Белого дома на это все. Потому что американские средства массовой информации, как они реагируют на побег, так сказать, Тары Рид. Они ее клеймят, они говорят, что она была, она есть свидетельство дружбы Путина и Трампа, потому что ее вот сейчас забрал к себе Путин, чтобы ее не убили здесь. Если вы прослеживаете эту линию, я несколько передач да. Это американской прессы. попытка, при том, что она продвигается демократами, это попытка связать ее через Путина с Трампом и якобы... Но консервативные СМИ вообще никак не реагируют. Никто не подхватил эту идею. За ее выступление на центральных этих каналах в прайм-тайм платят деньги, огромные деньги, и платят те, кто платят за пропаганду. Понимаете, поэтому мне кажется, как вот у них вначале это не получилось, не завелось, не раскрутилось, так это и продолжается очень искусственно. Хотя, ну, придумано замысловато. Значит, якобы, да, борется Трамп, хотя Трампу все равно, и, по-моему, это продемонстрировано было. Ну, про Трампа интересно, конечно, сейчас будет поговорить нам. Я тоже хочу изложить свое видение, как бы, чтобы вы его прокомментировали и критиковали. Но параноидальность американской прессы, которая говорит о том, что вот Тара Рид, вот ее не оценили, ее не, так сказать, вознесли, и это те же люди, это те же демократы, журналисты, говорят о том, что вот она убежала, и сейчас ее средства массовой информации поливают, а поливают ее демократы, и защищают ее тоже демократы, которые вынуждены признать таким образом, что в ее обвинениях что-то таки есть. Там Хотя ничего нет. Это игра, Юра, это игра в блесну. Это игра в блесну. Они запустили эту блесну, никто до нее не попадается. Они ее начинают крутить, рассказывать о том, какая она вкусная, эта блесна, как она похожа на рыбку, что там берите. А никто не интересуется этим. И они сами начинают сами себя критиковать,
сами себя раскручивать. Ну, поверьте, пропагандистские СМИ начинают ее раскручивать как феномен такой свободы слова, откровения, как феномен новостной, подается как, значит, break news, вот, но никто на эту блесну не клюет. Им приходится имитировать клев, понимаете? То есть они, сам рыбак ныряет и начинает дергать самого себя за эту блесну. Но это смешно, это очень видно, и я не думаю, что это на кого-то производит впечатление, тем более, что сторонники консерваторов, они не готовы вот эти современные левые идеи поддерживать там, и в том числе с фиктивным sexual harassment, абсолютно придуманным и раскрученным как идея доминирования позиции женщин. Вот, консерваторы не клюют на эту блесну. Я не могу никому отдать как бы первый приз. Ни спецоперациям Кремля, ни спецоперациям Вашингтона. Вот честно скажу, мне трудно. Все вот ниже плинтуса, судя по результатам. Все меньше и меньше людей в это все верят, все меньше и меньше людей обращают на это. Фантазии, нету фантазии, понимаете? Вот как они в начале, там, в 2016 году начали эту пропагандистскую кампанию, в которой были вложены огромные деньги. Огромные. Я думаю, что Твиттер, который участвовал там вместе с ФБР и ЦРУ вот, в борьбе против Трампа, они потеряли десятки миллиардов, но кто-то за это заплатил, ведь ясно совершенно. Кто-то заплатил за пропагандистскую кампанию. Если сейчас начинать вспоминать это импичмент, фиктивный, совершенно ни на чем не основанный, над которым сам Трамп потешался, но теперь-то это уже ясно, что это шутовство. Злобное шутовство, но шутовство. И они все равно продолжают дергаться. Но сегодня центральный момент, все-таки я вернусь к этому опять, это выборы. Предотвращение фальсификаций на выборах. Это главная проблема, и я не вижу, чтобы республиканцы много ей занимались. Я хочу как раз вот на это ответить, да, поскольку я стараюсь быть в курсе того, что здесь происходит у нас, в Нью-Йорке, в частности, на низовом уровне. Кстати, хочу напомнить, если кто-то из живущих на Бэй-Паркове, в Бруклине, наших слушателей, очень приглашаю всех прийти. Вот сейчас я выведу баннер здесь. У нас будет вечер бесплатной пиццы, дорогие друзья. Вот над пиццей, над такой американской едой вот сейчас сглотнем и прочитаем вот это вот объявление. В 6 часов вечера, в среду, 7 июня, приходите познакомиться с республиканской кандидаткой вашего района. Они накрывают пиццу для всех, кто придет. Пожалуйста. Надеюсь, что придут республиканцы. Она китаянка, ее зовут Йинг Тан. Она очень надеется познакомиться и понравиться вам, русскоязычным избирателям, в ее округе номер 43. Дело будет иметь место Торрес Пицца. Оказались мои знакомые, делают очень хорошую пиццу. Я уже у них в прошлом году брал пиццу. Не для мирных целей, для компании. Если кто-то пробовал пиццу на нашем вечере и ел, просто не пробовал там, что там пробовать, ел просто пиццу, когда мы смотрели результаты, неутешительные, но интересные результаты выборов в неком дистрикте в Бруклине, то пицца была из этого работы этого человека, который с тех пор переехал в Бэй-Ридж, продал свой бизнес в наших краях, в Шерсет-Бэй. Короче говоря, 6808 Бэй-Парквей, 6 часов вечера. Прошу любить и жаловать. Опознавательный знак на фасаде, огромная Пизанская башня прикреплена. Не в натуральную величину, но близко к тому. Поэтому называется Торре, что по-итальянски означает башня. Ну так вот, Константин, возвращаясь ко всему, эта вся машина демократское жульничество строилась не один год. Как ее закрыть, когда у тебя в руках есть, что у тебя есть Мерик Гарланд на государственном уровне, у тебя есть Уилл Бернс, CIA, у тебя есть Крис Рэй, FBI, у тебя есть Алвин Брагг, Манхэттен, и, в общем, все остальные вот в наших краях и в ваших краях далеко не лучше.
Как ты можешь это все закрыть, когда люди выходят? Но я не знаю, как можно опровергнуть выводы Audit NY или New York Citizen Audit группы, которая показала просто с цифрой, официально полученные от всех органов наших, занимающихся цифрами, что у нас 2,5 больше раза записано избирателей, чем есть на самом деле. Их можно вписать куда угодно, никого нет, кто бы от их голоса на это, от их имени на это пожаловался. Поэтому целеполагание Трампа в приближающемся 2024 году для меня является единственно осознанным и понимаемым. Да? Вот я могу понять, чего он хочет. Я не могу понять, куда ведет байденовская политика трансгендеризма, разворовывания Америки, как это можно объяснить нормальному человеку, нормальному избирателю, кроме того, как давить там на совесть, на жалость, на стыд, на угрозы. А Трамп просто вместе с лучшими людьми в Конгрессе и в Сенате США пытается разбить просто голову этой гадюки. Целенаправленные удары в адрес Джо Байдена или любого человека, который будет вместо Джо Байдена. Пока на это не похоже, но мы видим по кувырканиям Джо, что он как бы предрасположен к этому делу. То, как он кувыркается в последнее время, он как бы может просто по медицинским причинам выйти из этого всего. Откинуться. Да. Ну, конечно, мы ему не желаем смерти, мы просто не хотим его больше видеть и знать. Но любой подарок судьбы мы примем, так сказать, с благодарностью. Таким образом, вот эти удары, то, что опубликовано с лэптопа Хантера Байдена, и этот парень, Гаррет Зиглер, который выступал на Sky News, он сказал прямо, говорит, вы посмотрите, вы пойдете на этот веб-сайт, загрузите себе в компьютер то, что вы там увидели. Пусть это у вас хранится, пусть это будет у всех людей, кому это интересно. Если вам это интересно, если у вас есть к этому какая-то вот... не к этой дряни, которая там законсервирована в этих всех делах, зафотографирована, а просто желание сохранить и показать кому-то, что такое лэптоп Хантера Байдена и почему с ним надо было так бороться. Там огромное количество имейлов, там покупка наркотиков. То есть у Хантера Байдена было общее с, как ее звали, я не помню, женой, вдовой его брата. Оба они висели на... Бо, да, брат Бо. А жену его звали, я забыл, у них был потом роман. Опять же... Катрин, по-моему. Нет. На основе чего? Взаимной любви и зависимости от наркотиков. Причем не каких-то суперских дизайнерских, а самой такой вот дряни, которую курил Байден, Хантер, и которую пользовалась и это вот его вдова его брата, его же любовница. То есть там как бы вот, если представить себе распорядок дня и чем там занимается, к чему так торопится в Делавэр Джо Байден, можешь себе представить, что там происходит вообще уровень взаимоотношений, уровень разбирательств, семейных этих самых всех посиделок, потому что там просто, наверное, у них, честно говоря, совет каждую субботу-воскресенье, они разбирают новости и вызывают на ковер тех, кто может помочь им разгрести всю эту ситуацию, хотя бы до каких-то, ну, не знаю, цитируемых, да, каких-то вот печатных эпизодов, где они могут отбиваться. Потому что большая часть того, что мы знаем про Хантера Байдена, это вещи просто не печатные. Что, Константин, вы слышали о том, как идет сейчас война в Украине? Ну, все ждут контрнаступления. И кто-то даже говорит, что оно началось. Да, но это очень опасная ситуация. Понимаете, требовать сейчас от Украины контрнаступления, понимая, что самый ненадежный союзник – это Соединенные Штаты, который может в любой момент просто перерезать эти все поставки. Это очень опасно. США продолжают поставки вооружения, это совершенно очевидно, благодаря давлению союзников. Если бы не было этого давления, Великобритании, Польши, стран Балтии, ну и других, тут надо, так сказать, всех бы перечислить, если бы не было этого давления, то была бы реализована концепция, заявленная сразу перед войной,
что никакого смертельного оружия Украине. И Украину, по всей видимости, уже давно бы Путин захватил целиком. Вот. Но произошло чудо. Зеленский не поддался давлению, которому поддалось руководство Украины в 2014 году, уступив Крым. Вот. И не поддалось давлению правительства Порошенко, которое соглашалось на переговоры, минские переговоры по поводу оккупированной территории на Востоке. Вот. Произошло чудо, в результате которого просто удалось остановить российские войска. Вот. Но ждать сегодня наступления, то есть всем бы хотелось, и мне бы этого хотелось, но я понимаю, какие это риски. Риски остаться без линий снабжения Украине, без расходных боеприпасов. Вот, и это опасно. И похоже, что запасы вооружений, не современных, устаревших, но все равно огромные запасы вооружений у России. Вот, и я, честно скажу, я жду со страхом сообщения о начале контрнаступления. Но я думаю, что военные украинские умеют все это просчитывать. Да, вот. И сейчас объявили, сегодня утром, я об этом тоже говорил, что Украина объявила о закупке нескольких тысяч, десятков тысяч дронов, беспилотников, и эти беспилотники просто второй раз пишут, что над Белгородом сегодня сработала система противовоздушной обороны, и совершенно такие интересные новости из этого городка Шебекино, очередной точки на карте России, где происходит вот это бомбардирование Украины этого городка. Люди эвакуируются, с людей берут деньги за то, чтобы их вывести оттуда. Но, то есть, эвакуируют тебя государство, сказали, будет эвакуация, ни с кого никаких денег не возьмут. А выясняется, что надо платить, по-моему, что-то там, в переводе на наши деньги, $50, чтобы тебя оттуда вывезли. Вообще платная эвакуация государством. Конечно, отповедь была такая, что на самом деле это вывозили детей в пионерский лагерь, и что вот они платили за транспортировку, то есть всех вокруг вывозят бесплатно при эвакуации, а детей в пионерский лагерь вывозят за деньги, на что начальство администрации Шебекино говорит, что вообще они в прошлом году уже договорились, что их будут вывозить в это время. Так что раз договорились в прошлом году, то сейчас среди падающих дронов и обстрела ракетами надо все-таки брать этих семей, этих родителей, этих детей деньги. Говоря о высокой нравственности. Я восхищаюсь кампанией, которую ведет Украина. Это обращение вчерашнее Зеленского на русском языке через русскоязычные средства массовой информации к гражданам России. Очень взвешенное, спокойное, без всякого запугивания, скорее выражение такой озабоченности судьбами людей, их жизнями. Вот, и то, о чем я никогда не слышал от Путина, он беспокоился о жизни граждан России. И он говорил об этом. О том, что это война, это уничтожение и граждан России, и граждан Украины. Такая позиция, мирового лидера, международного политика. Вот, очень взвешенно, спокойно, никакой истерики, как у Путина бывает, никаких маниакальных идей, спокойно, взвешенно. Но он молодой, здоровый, на фоне Путина он выглядит просто идеально. Что говорят комментаторы о кашле этом путинском? Или это тик? Надежды очень слабые на то, что... Что это смертельно? Да. Значит, очень много говорят пропагандисты или такие непрямые, не лобовые пропагандисты, очень много говорят о раке. Но уже, да, о том, что, отыграла, по-моему. О том, что он, вот-вот умрет. Но про чемодан все еще продолжает. Пьянковский часто довольно говорит о
том, что Путину просто осталось еще 2 дня, еще 3 дня. Но это скрытая пропаганда, успокоение фактически. Да. Я сейчас смотрю краем глаза на веб-сайт rbc.ru. Я его читаю периодически для того, чтобы какие-то... Мне кажется, это хороший индикатор, такой менее истеричный или почти совсем не истеричный даже на фоне всех остальных российских медиа. Ну и в России как бы сейчас 2 новости, которые вызывают к лучшему в людях, в гражданах России. Это перевозка иконы Троицы Андрея Рублева из Третьяковки в храм Христа Спасителя. И второе – это поезд в Индии, сошедший с рельсов. Около 300 человек погибло. Обещают какие-то замечательные фотографии, очень подробные. Все будете знать, будете сочувствовать, как никогда в жизни никому не сочувствовали. Индийцам, бедным, оказавшимся в скоростном поезде, сошедшем с рельсов. Но это старая история. Каждый раз, когда необходимо отвлечь внимание именно от событий, связанных с гибелью людей, большими цифрами, тут же передается информация о катастрофах, которые произошли в других уголках мира. Вот, а с иконой это, отчаяние уже. Это уже, знаете, в область смещения пропаганды, в область мистики, в область религии, в область религиозности. Вот. Очень жалко, там были в свое время большие споры о том, где место Рублевской Троицы. Вот, и все-таки ученые настояли на том, что ее сохранение важнее любого удовольствия, которое может получить патриарх Кирилл от того, что она будет в его бизнесе расположена, да, в его бизнесе с платными дорогими парковками там. Но это бизнес, очень такой прибыльный бизнес. Храм на месте бассейна. Бассейн менее прибыльным был. Ну вот, видите, он в неудачное время был построен, очевидно. Хотя, я думаю, кто-то на нем грел руки. Не только все остальные части тела. Константин, ну вот такая вещь, о которой хотелось бы под конец обсудить, и как бы мы ничего нового, мы что-нибудь новое вряд ли внесем в это все. Но насколько, на ваш взгляд, возможно, мечта консерваторов во всем мире – это союз Трампа и Десантиса как президента и вице-президента, и таким образом победа на выборах 2024 года, и таким образом усмирение этой демократской гадины? Юра, это идет обсуждение, в российских, так сказать, ресурсах. В Америке тоже это обсуждается. Особенно активно. Вот, у меня там кто-то даже голосование по этому поводу устроил. Я предложил своим подписчикам, зрителям, читателям довериться республиканской партии. Понимаете, это же вопрос не предпочтений эмоциональных. Это вопрос расчета. Нужен максимальный эффект. Если этот эффект достигается, значит, надо настаивать, чтобы этот Гайдар и Явлинский объединились. Вот. Но если эффект... Да, если эффект будет отрицательным, как в случае с Гайдаром и Явлинским, то не надо настаивать тогда на их объединении. Десантис – политик следующего поколения. Я думаю, что у него еще будет очень много шансов проявить себя и участвовать в президентской кампании. В возрастном плане, безусловно, будущего поколения, он молодой, ему 44 года, да. Но есть такая опасность, что он себя дисквалифицирует, если он будет очень сильно падать. И его падение, это будет происходить не только из-за того, что друзья Дональда Трампа будут выпускать все более и более унижающие его рекламы. Он сам должен что-то делать для того, чтобы... Вы же как политик понимаете, как много зависит от индивидуала. Человека в центре всей вот этой вот коррупционной вселенной. Мне очень нравится то, что он не отвечает на выпады, как вы выразились, сторонников Трампа. Но не все, что подлое, что о нем говорится, говорит Трамп.
Это Да, это есть люди, да, не которые все. получают деньги. Не все, кое-что Трамп может Да. заклеймить. Но как он клеймил Круза, и как Круз стал его союзником, ну, как бы, по примеру, там, скажем, Японии после Хиросимы и Соединенных Штатов, да. Хиросима и Нагасаки состоялись, Япония стала просто непоколебимым союзником США. Не разлей вода. Да. Кто Я прошлое думаю, помянет. что это конкуренция, это нормальная конкуренция. Они используют информацию, которую будут использовать в дальнейшем враги того и другого. Да, в Вот. "Десантисе" видит ангела, он себя пытается тоже его не зря Трамп прозвал "de sanctimonious", то есть "де благочестивый", но он, и как бы он просто может упасть, вот если он не выдержит, этого града, прощей и стрел, он не сможет подняться на следующий уровень, и вот вспоминать это все через 4 года или через 44 года он просто, перестанет существовать в Но это политике. очень важно для политика пройти этот период. Я помню, это 90-е годы, когда была пропагандистская кампания мощнейшая против демократов, против нас с Новодворской. И вы знаете, там и судебный процесс, и оппонентами нашими были не только коммунисты и фашисты. В некоторые моменты была сама власть, само окружение Путина, Путина, Ельцина, которые ревновали общество к Новодворской, ко мне. Вот, и приходилось отвечать, приходилось участвовать вот в этой борьбе, сопротивлении. Почему меня не спросили про мои очки? Ну, расскажите про очки. Я думаю, все уже знают. Это премьера очков у нас? Да, пример О, очков. Да, ну так это мне расскажите, что же у вас за прислали такие супер очки? мне прислали очки, которые какое-то новое изобретение. Это не те очки, Диф через которые ты видишь человека в голом виде? Нет, Что-то там с дифракцией, X-ray vision, да. интерференцией. Расскажите, что там В происходит? этих очках я могу смотреть вдаль, могу читать, все вместе. Это какое-то новое изобретение. Я в следующий раз как-нибудь прорекламирую эту компанию. Сейчас у меня просто нет информации. Они мне несколько часов назад прислали эти очки Мгм. попробовать. Вот, мне очень нравятся, хорошие Выглядит очки. И хорошо. тут не в том дело, что выглядит, а я могу читать. Вот я сейчас читаю чат, Мгм. вот я смотрю на вас Мгм. вижу. Вот Чем вы больше довольны, чатом или тем, что видите? ситуации, когда мне надо снимать, одевать очки, то, что не нравилось моим зрителям, ну вот больше ее нету. М. Я могу и читать, и смотреть вдаль, и всё вижу. Вы знаете, вот я, Это очки, это изобретение, очки для стариков, для тех, кто к концу жизни начинают покупать, очки для чтения, reading glasses. Но это Вот, происходит не со стариками, это с людьми гораздо более раннего возраста. Это не вы себя это самое, не да, да. Ну вот в этих очках я могу и то, и другое. Я Машину могу не водили в них? смотреть в окно, водил. И как? Очень удобно, очень удобно. Я и навигатор вижу одновременно, и обычно я ношу на носу очки. В навигатор вот так смотрю, а на дорогу так. А в этих очках все можно. Здорово, слушайте, дадите адресок. Я хочу сказать, друзья, вот здесь я вижу в нас в ленте, в чате разговоры о том, что Трампу надо бы дать 8 лет президентства. Я вам скажу, есть письмо, которое написал Джерри Надлер, наш нью-йоркский конгрессмен, всем членам Конгресса. Вот это письмо одно само по себе может служить основанием просто заговора против президента Соединенных Штатов, выбранного законным образом в 2016 году. В 2016 году Джерри Надлер это письмо, заслуживающее отдельной передачи. Он просто раскладывает план действий, как мешать законно избранному президенту осуществлять свои обязанности и Полномочия. полномочия применять свои. И это просто здесь охота на американцев описана. Весь план. Джерри Надлер, конечно, никогда не был в таком состоянии, в каком он мог написать это подробное письмо. Это писал его штат, это писали его клерки. Но он его огласил, он его подписал. И это просто план того, что мы впоследствии увидели. И это было все сделано среди бела дня, прямо в лицо всем республиканцам. И я, честно вам скажу,
Я в результате гугла не наткнулся на это письмо. Я о нем не слышал ни одного из ведущих наших, может быть, я пропустил этот момент, ведущих наших комментаторов. Называется оно «Как мы будем сопротивляться Трампу и его экстремистским планам». Он еще ничего не сделал. Это просто написано на основе его инаугурационной речи. Инаугурационную речь мы здесь комментировали. Это была потрясающая речь на все времена. Константин, я хочу напомнить, дорогим друзьям, с вашего позволения, чтобы они не забывали и говорили своим друзьям, опять же, о том, чтобы они проголосовали 27 июня и раньше. Сделали все, что необходимо, живущие в Бруклине люди, чтобы они проголосовали за Инну Верников. Инна Верников, ничего нового в этой области у нас не произошло. Мы по-прежнему рассказываем о том, как необходимо за нее голосовать. Есть движуха, есть документация зафайланная против ее оппонента, текущего в праймарис, человека, который, как я уже рассказывал, приходит и говорит: подпишите за меня бумагу. Люди говорят: мы не хотим за тебя подписывать, нам нравится Инна Верников. Тогда пришедшие с ним другие люди говорят: ну вы же за Трампа. Да, а вот здесь тогда вот эту бумагу подпишите. И таким образом люди думают, что они расписываются в своей любви к Дональду Трампу. На самом деле они подписывают в количестве 1500 подписей, он собрал, для того, чтобы объявить создание новой партии, которая называется «Команда Трамп». Тим Трамп. Чтобы не выиграть как республиканец, тогда выиграет как Тим Трампист. Социалисты – жулики. Да. Это проблема всех социалистов в любой части мира. В России, в большевистской России, в Венесуэле, в Кампучии, в Китае, везде. В Соединенных Штатах, да. Методика одна и та же. Поэтому мы говорим об этом. Друзья, 30 секунд вашего внимания. Инна Верников, депутат городского совета 48-го округа, представитель республиканской партии. За время пребывания на своем посту она с достоинством и совестью защищала права своих избирателей, боролась с антисемитизмом, поддерживала полицию, наводила порядок в своем районе. Инна Верников доказала компетентность не словом, а делом. 27 июня первичные выборы в городской совет. Приходите и снова выбирайте своего депутата. Голосуйте за Инну Верников. Оплачена компания «Друзья Инны Верников». Ну и, конечно, друзья, хочу вас перенести на, опять же, пару минут в далекую-далекую страну, за океаном, за морями. Страна называется Турция, а в Турции есть волшебное место Анталья, а в Анталье есть городок Алания. И в Алании смотрят нашу программу. Надеюсь, прямо и сейчас смотрят ее. Люди обратились ко мне для того, чтобы я рассказал вам об их бизнесе. Это реклама, и они будут очень рады, если вы им позвоните и расскажете, поделитесь своим впечатлением, во-первых, об этом разговоре. А во-вторых, спросите у них, как вообще дела, стоит ли сейчас что-то покупать в Турции. Они уверены, что стоит, и готовы дать аргументы. Я ручаюсь за этих людей. Это честные, думающие люди, живущие там уже, похоже, более 10 лет, и любящие Турцию, и любящие Америку. Как им после этого не помочь в нашей программе? Константин, опять же, вашему вниманию предлагаю. Турция – это только пляж и отели, здесь совершенно нечем заняться, это деревня. Я живу в Турции 10 лет и не изъездила еще и половины, да что там половины, и четверти всех достопримечательностей, которые здесь есть. Вступление Юли, конечно, было ироничным. Конечно, Турция – это пляжи, отели и скука стабильного отдыха в каких-то все включающих курортах. Здесь предлагается совершенно другой способ времяпровождения. Это приобретение собственности, приобретение в самых лучших местах или там, где вам понравится. Может быть, вы хотите быть не там, где хотят быть все. Но диапазон цен самый широкий, и я имею в виду, что это гораздо более доступно, чем можно было бы себе представить. То есть сейчас, когда в Турции инфляция, когда стабилизировалось правительство, Эрдоган снова остался у власти, сейчас может быть интересный момент, когда можно поинтересоваться. Если у вас есть некоторые ресурсы, то вот непосредственно вблизи Клеопатра-Бич, например, пляжа Клеопатры, Средиземное море перед вами, песчаный пляж. Нечастое явление, между прочим, на Средиземном море. Гальки много там, насколько я знаю, там, где я бывал, по крайней мере. Все благоустроено, все вкусно, все доброжелательно, капитализм, культура европейская просто на расстоянии вытянутой руки. В самой Турции, сама Турция — просто многослойный пирог культур, собравшихся в течение тысячелетий там.
Это была и христианская страна, это была и страна языческая, сейчас это мусульманская страна, но, наверное, из всех мусульманских стран она наиболее постижима для тех, кем мы стали, западными людьми. Константин, вы бывали в Турции? Да, много раз. У меня приятель занимается недвижимостью. Один раз я был довольно долго, несколько месяцев, и там памятники, театры греческие, там Троя, там была открыта Троя, так сказать, Да, это там территория... оттуда греки пришли, собственно говоря, Да. те, как они назывались, там ионийские греки, донайцы или... Донайцы, да. Вот они пришли из Ионии, они пришли на Пелопоннесос оттуда. Так что вот такие дела, дорогие друзья. Полет фантазии у нас огромный. Там И фантастическое количество памятников древних. Причем они все открыты, вы ходите по театру, это какое-то, состояние, знаете, вот этих памятников, они еще не закрыты, не так, как в Италии. В Италии все огорожено, вас близко не подпустят к этой колонне, а в Турции это все открыто, можно подходить, там можно самому открывать какие-то памятники, экскурсоводы рекомендуют памятники, которых нет на карте. Вот, это удивительная страна. Причем совершенно разных времен. И когда туда пришло христианство, например, то масса признаков язычества, все эти Пергамский алтарь, например, который стоит в Берлине сейчас в музее, он оттуда был вывезен. И это все было закопано на фоне борьбы с идолопоклонничеством и сохранилось таким образом. Я читал, что в Турции была мастерская скульптурная, мраморная, то есть школа практически, они готовили кадры и изготавливали мраморные статуи, и весь этот бизнес продолжался 700 лет. Вы можете себе такое представить? 700 лет в художественной школе. Ни одной академии такой нет, мастерской. Друзья мои, цели ясны, задачи понятны. Всех приглашаю в среду в 6 часов вечера на наше такое вот мероприятие, наш американский, русско-китайский союз меча и орала. Приходите, пицца будет обеспечена. Пожалуйста. Вот координаты Константина Натановича. Не забудьте задать вопрос нашему китайскому другу относительно Гонконга. Подруги. Она очень прореспубликанская, она, нельзя это говорить пока, но она, в общем, из вот этих вот. Так что приходите, и вы просто почувствуете, как это все бывает с другими людьми. Жду вас всех, дорогие друзья. Бруклинцы, если кто-то прилетит, тоже найдем для вас слайсик. На что вы намекаете? Я намекаю все на то же, Константин Натанович. На скорую встречу. Я готов. Хорошо. И Бруклин готов.